Добрый день, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами идеей, что можно приготовить из куриного филе. Блюдо получается очень вкусным, сытным, и его можно кушать даже когда придерживаетесь диеты. А теперь подробнее. У меня две половинки куриного филе, которые я предварительно помыла под проточной водой. Отрезаем ненужный жирок. Теперь в каждой филейной части я делаю продольный разрез, формируя кармашек. Будьте аккуратны, не прорезайте филе насквозь. По краям внутри филе я делаю дополнительные надрезы в толстой филейной части, чтобы в кармашек поместилось как можно больше начинки. Пока филе убираем в сторону, можно его натереть специями, чтобы оно промариновалось. Приготовим пока начинку. У меня грибы и шампиньоны. Моем их и нарезаем небольшим кубиком. Обжариваем сначала на сухой сковороде. Нужно, чтобы испарилась вся жидкость. Пока обжариваются грибы, почистим лук. Моем и нарезаем небольшим кубиком. Когда вся жидкость испарится, добавляем к грибам 3-4 столовые ложки растительного масла, лук и пассируем все вместе на среднем огне, периодически помешивая. Лук должен стать мягким и прозрачным. В конце приготовления солим грибы и перчим по вкусу. Выключаем. В миске смешиваем грибы и твердый сыр, который я измельчила на мелкую терку. Тщательно перемешиваем. Начинка готова. При желании можно добавить сюда сливки, либо сметану. Форму для выпечки застилаю пергаментной бумагой и выкладываю туда подготовленные кармашки из куриного филе. Хорошенько трамбую их грибной начинкой. Подготовленные кармашки смазываю сметаной. Посыпаю солью, перцем. Я еще добавила сухой чеснок, с ним блюдо намного ароматнее. Отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 190-200 градусов на 25-35 минут. Время выпечки зависит от размеров кармашек. Они должны слегка подрумяниться. Достаем из духовки, посыпаем верхушку твердым сыром и отправляем обратно еще на 5 минут. Сыр должен расплавиться и слегка подрумяниться. Посмотрите, какое блюдо получилось в итоге. Кармашки подрумянились и уменьшились в размере. Перекладываем их на тарелку, посыпаем зеленью и подаем к столу. Куриные кармашки – интересное блюдо, которое украсит праздничный стол. Их можно подавать к ужину с гарниром из овощей или кашей. В горячем виде куриные кармашки могут быть основным мясным блюдом. А если их охладить и тонко нарезать, вы получите великолепную холодную закуску. Блюдо получается сытным, сочным и необычным. Можно приготовить куриное филе на сковороде, чтобы оно оставалось сочным, ароматным и очень вкусным. Рецепт простой, получается вкусно, а мясо остается нежным. Для приготовления нам понадобится куриное филе, яйца, вода, соль, перец, чеснок, крахмал. Куриное филе тщательно моем. Отрезаем лишнее и нарезаем небольшими слайсами поперек волокон. Каждую куриную палочку аккуратно надрезаем ножом с двух сторон. Делаю я это для того, чтобы специи лучше впитались в мясо.
Отделяем белки от желтков. Желтки добавляем к мясу. Солим, перчим по вкусу. Добавляем измельченный чеснок. Чтобы мясо было более сочное, добавьте 4 столовые ложки воды. Накрываем пищевой пленкой и даем промариноваться мясу минимум 20 минут. У меня стояло в холодильнике 2 часа. Когда мясо промариновалось, добавляем к нему крахмал и снова хорошенько перемешиваем. Крахмал создаст оболочку для мяса, и при жарке все соки сохранятся в нем. Добавляем щепотку соли к белкам. Взбиваем до пышности. Теперь каждый кусочек мяса аккуратно погружаем в взбитые белки. Если вам понравился такой вариант панировки, ставьте лайк. Обжариваем в небольшом количестве растительного масла на среднем огне со всех сторон до румяности. При жарке я периодически добавляю растительное масло. Кстати, белков у меня ушло тютелька в тютельку. Практически ничего не осталось. Выкладываем готовую курицу на бумажные салфетки. Я подавала это блюдо на ужин с картофельным пюре и овощным салатом. Мясо получилось очень вкусным, сочным и нежным. Обязательно приготовьте такое блюдо своим домочадцам. Уверена, они оценят его. Сегодня хочу предложить вам блюдо, которое удивит не только простотой приготовления, но и замечательным вкусом. Вкуснейший мясной рулет из отбивной куриной грудки с шампиньонами и беконом. Это блюдо способно разнообразить меню, порадовать аппетитным видом и замечательным вкусом. А готовить его можно каждый раз по-новому, изменяя начинки по своему вкусу. Для приготовления нам понадобится куриное филе, шампиньоны, бекон, сметана, лук, соус к мясу, соль, перец, карри. В первую очередь займемся мясом. Куриную грудку промыть, просушить. Отрезаем малое филе, затем оставшуюся часть разделяем вдоль пополам. Накрываем каждый кусок пищевой пленкой и отбиваем с одной стороны плоской частью молотка. Филе очень нежное, поэтому сильно стучать не надо. Солим, перчим с одной стороны. Посыпаем приправой карри. Складываем друг на друга. Таким образом мясо будет в специях с двух сторон. Теперь добавляем сметану и обмакиваем мясо со всех сторон. Отставляем в сторону мариноваться, а пока займемся грибами. Хорошенько их промываем. Для этого рецепта нужны мини-шампиньоны, самые маленькие, какие вы найдете. Я таких не нашла, поэтому 200 грамм грибов режу крупно. И обжариваю в небольшом количестве растительного масла до золотистой корочки. Остальные шампиньоны порежем на тонкие слайсы. Репчатый лук режем кубиком. Отправляем шампиньоны на сухую сковороду и обжариваем, пока испарится вся жидкость. Добавляем немного растительного масла, лук, все тщательно перемешиваем и тушим пару минут. Солим, перчим по вкусу, добавляем сметану и тушим под крышкой до испарения жидкости. Расстилаем пищевую пленку внахлёст. Сверху широким пластом разложить куриную грудку. Поверх ровным слоем разлаживаем остывшие грибы. Сначала те, что тушились в сметане, затем грибы, которые мы резали покрупнее. Помогая себе пленкой, сворачиваем плотно рулет.
Прокатываем по столу, уплотняя его, формируя мясной батон. Снова стелим на столе пищевую пленку внахлёст и выкладываем на нее полоски бекона, друг на друга перекрывая каждый последующий слой. У рулета снимаем пленку и выкладываем его по центру на бекон. Закрываем рулет беконом сначала сверху, затем снизу, поочередно накрываем полосками в виде косички. Заворачиваем рулет в пленку. Запекать мы будем рулет в фольге. Раскладываем на столе 2-3 слоя фольги. Разрезаем пленку на рулете. Лицевая сторона рулета должна оставаться сверху. Теперь смазываем рулет соусом терияки или наршарап. Это мясные соусы, которые вы можете купить в супермаркете или мясном магазине. Солим, перчим по вкусу. Можно украсить веточками розмарина. Закрываем фольгу, шов плотно скрепляем сверху. Переносим рулет на противень и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 220 градусов на 1 час 20 минут. Затем снимаем фольгу и запекаем до красивого золотистого цвета. В готовом виде рулет значительно меньше, чем был сырым. Все это за счет того, что куриное филе при тепловой обработке уменьшается в размере и выделяет много сока. Готовый рулет я поливаю соусом, который выделился в процессе выпечки. Обычно я готовлю это блюдо заранее, даю остыть, затем нарезаю и, если надо, разогреваю уже в нарезанном виде. Хотя этот вкуснейший рулет можно кушать и холодным. Подаем с овощами и картошкой по-деревенски. Такой шикарный рулет получается вкусный, плотный, а за счет начинки сочный и аппетитный. И еще это блюдо очень сытное, так что если ждете большую компанию, очень рекомендую приготовить. Очень простой витаминный салат из молодой капусты с хрустящими огурцами, ароматным укропом и сытной курочкой. Главное использовать раннюю капусту, она очень нежная и сочная. Для приготовления нам понадобится молодая капуста, огурцы, консервированная кукуруза, вареные яйца, куриное филе, майонез, соль, перец. Первым делом подготовим куриное филе. Чтобы мясо было сочнее, опускаем его в кипящую подсоленную воду. Варим до готовности 25-30 минут. Затем я даю остыть мясу в этом же бульоне. Небольшой качан капусты разрезаем пополам. Вместо молодой капусты для этого рецепта можно использовать пекинскую капусту. Затем половинку разрезаем еще пополам и мелко шинкуем. Отправляем в миску. С кукурузы сливаем жидкость и высыпаем к капусте. 2 средних огурца моем, срезаем хвостики и нарезаем небольшими кусочками. Отправляем к остальным продуктам. Яйца отвариваем после закипания 8 минут. Затем чистим и нарезаем небольшим кубиком. Отварное куриное филе можно разобрать на волокна или нарезать небольшими кусочками. Отправляем в миску. Зелень укропа, солим, перчим по вкусу. Заправляем майонезом и тщательно перемешиваем. Я пересыпала салат в более глубокую миску, так удобнее перемешивать.
Если вы придерживаетесь правильного питания, майонез можно заменить на сметану, смешанную с горчицей. Будет также вкусно и полезно. Салат готов, подаем к столу. Салаты из капусты подходят практически к любому блюду и никогда не задерживаются на обеденном столе. Это всегда быстро, просто и очень вкусно. Друзья, наверняка в вашей копилке рецептов есть очень вкусный салат из молодой капусты. Делитесь ими в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Куриное филе само по себе достаточно сухое, поэтому сделать из него сочные котлеты довольно сложно. Но у меня есть несколько вариантов котлет из филе, которые получаются абсолютно не сухими и очень вкусными. Ссылки на другие рецепты котлет оставила в описании под видео. Сегодня предлагаю вам такой вариант. В составе котлет нету хлеба, а вместо него манная крупа, которая совсем не ощущается, поэтому можете смело их готовить. Для приготовления нам понадобится куриное филе примерно 500 грамм. Манная крупа 90 грамм, это примерно половина 200-граммового стакана. Репчатый лук, сливочное масло, одно яйцо, соль, перец по вкусу. Газированная вода, либо ледяная, 100 мл. Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Лук чистим, моем и также мелко нарезаем. Можно пропустить через мясорубку, а можно измельчить с помощью блендера. Готовый фарш отправляем в миску. Сливочное масло нужно предварительно охладить в морозильной камере. Так его будет легче измельчать на мелкой терке. Добавляем к фаршу. Одно яйцо, перемешиваем. Сливочное масло нужно для наибольшей сочности, так как филе абсолютно не жирное и масло идеально вписывается в рецептуру. Манная крупа, перемешиваем. Солим, перчим по вкусу. Для большей воздушности в фарш добавляю газированную воду, но если вдруг такой не нашлось, возьмите просто ледяную. Тщательно перемешиваем. Я еще добавила для вкуса немного сухого чеснока. Хорошенько все перемешайте. Для того, чтобы во время жарки котлетки не трескались, фарш нужно хорошенько отбить. Он получается жидковатым, поэтому оставляем его на 15-20 минут для набухания манки. По истечении времени фарш станет гуще, и из него будет проще лепить котлеты. Руки смочите в холодной воде. Формируем небольшие котлеты. Делать их можно круглыми или овальными. Решать вам. Это дело вкуса. Раскалите сковороду с растительным маслом. Заготовки выложите на сковороду. Жарим на среднем огне. Когда нижняя сторона хорошенько зажарится и станет золотистой, переворачиваем на другую. Жарятся котлеты около 3-4 минут с каждой стороны на небольшом огне. При желании можно накрыть крышкой. Очень вкусные, сочные, румяные куриные котлеты с манкой готовы. Куриные котлеты с манкой – это вкусное питательное блюдо. Манная крупа добавляется в фарш, пропитывается мясным соком и за счет него набухает. Сам фарш становится пышным и немного рыхлым, а котлеты, приготовленные из такого полуфабриката, всегда получаются сочными, мягкими и румяными. Их можно обжарить в сковороде или запечь в духовке. Если вы готовите для деток, лучше запеките. Сливочное масло придает сочность и приятный сливочный привкус. Кстати, я готовила такие котлеты и без добавления сливочного масла. Получалось также вкусно. Рецепт приготовления очень простой, а блюдо великолепное. Лодочки из кабачков – это очень вкусное и яркое блюдо, которое можно приготовить не только на повседневный стол, но и для праздничного меню. Кабачки берем молодые, небольшого размера, с нежной и мягкой шкуркой. Начинку можете смело регулировать по своему вкусу. В любом случае, от такого блюда вы точно будете в восторге.
Для приготовления нам понадобится кабачок, грибы, филе, сливки, лук, сыр, зелень, чеснок, соль, перец по вкусу. Кабачки моем и разрезаем на 2 равные половины. С помощью чайной ложки удалите мякоть, чтобы получились красивые лодочки. Толщина стенок должна быть не менее 7-8 мм, чтобы лодочка держала форму. Отправляем заготовки на противень для запекания, смазанный небольшим количеством растительного масла. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут. Это сделает кабачки в итоге не только нежными, но и сочными. Пока готовятся кабачки, приготовим начинку. Нарезаем лук. Я взяла зеленый, но можно и обычный репчатый. Куриное филе нарезаем мелким кубиком. Обжариваем лук в разогретом масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. Добавляем куриное филе и обжариваем, пока мясо не перестанет быть розовым. Теперь добавляем нарезанные шампиньоны. Тушим все вместе пару минут. Серединки кабачков я также мелко нарезаю. Добавляя к остальным ингредиентам, тушу овощи около 3-4 минут. Готовую начинку солим, перчим, вливаем сливки и доводим до кипения. Тушим несколько минут, чтобы масса загустела. В конце добавляем измельченный укроп, чеснок, перемешиваем. Начинка готова. Вынимаем кабачки из духовки и наполняем их начинкой. Фаршируем щедро с горкой. При желании сверху можно посыпать тертым сыром. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов и выпекаем 5-10 минут. Время выпечки зависит от того, насколько вы хотите, чтобы растаял сыр. Просто поплавился или чуть подрумянился. Готовые лодочки украшаем зеленью и подаем к столу. Кабачки получаются очень сочные, нежные и вкусные. Такая закуска прекрасна не только в горячем, но и в холодном виде. А с начинками можно экспериментировать. Очень вкусный слоеный салат с грибами, куриным филе и морковкой по-корейски. Кроме рецепта я покажу, как можно украсить такой салат к празднику. Нам понадобится куриное филе, морковь по-корейски, грибы, лук, яйцо, майонез, для украшения помидор, огурец и зелень. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите. Я обычно отвариваю заранее и храню в лотке вместе с бульоном, в котором варилось филе. Так мясо намного сочнее. С помощью 2 вилок разбираем филе на волокна. Отвариваем яйца вкрутую. Отделяем белки от желтков. Измельчаем на мелкую терку. Грибы нарезаем слайсами и отправляем на сухую сковороду. Периодически помешиваем. Нам нужно, чтобы испарилась вся жидкость и сковорода стала практически сухой. Тем временем нарежем лук небольшим кубиком. Когда жидкости в сковороде практически не останется, добавляем лук. И пару ложек растительного масла. Тщательно перемешиваем. Жарим, пока лук и грибы приготовятся. Лук должен стать прозрачным. Солим, перчим по вкусу. Морковь по-корейски я готовлю сама. Ссылка рецепта в описании под видео. Формировать салат я буду в кольце, но можно использовать обычную мисочку. На дно выкладываем куриное филе. Трамбуем вилкой. Слой майонеза. Далее у нас идут грибы.
Также их трамбуем. Морковь по-корейски, сетка из майонеза, яичные желтки, майонез, белки. Аккуратно равняем. Накрываем салат пищевой пленкой и даем настояться пару часов в холодильнике. Я обычно готовлю такой салат заранее, с утра перед праздничным застольем, а перед подачей украшаю. Сейчас покажу как. Этот салат прекрасно смотрится на праздничном столе. Он очень вкусный и нежный. Грибы